Шар, вот скажи мне, как ты считаешь, Ган 460М это хороший куб? Звезды говорят нет. А как известно, звезды ошибаться не могут. Привет, куберы! Я давненько, почти 2 месяца назад, делал видео по поводу Гана 460М и дал прогнозы того, что куб получился неудачный, поскольку никто из топовых рекордсменов не заинтересовался этим кубом и нигде не продвигал его, и не крутит им до сих пор. Это значит, что прогнозы сбылись, и неудивительно, потому что кубик не получился настолько хорошим, чтобы они выбрали его как основу. Если хотите пересмотреть видео, то ссылку я оставлю в описании и добавлю подсказку. Напомню, что этот кубик 4х4 первый биг куб в линейке Ган, то есть других четверок не было, а кубов выше порядком тем более не было. А что это за прикольная футболка у тебя с кубом, спросите вы меня. А я отвечу, что это футболка с моей витрины prokuber.prindirect.ru. На этой витрине ты сможешь купить футболку, как у меня. А если тебе не нравится именно это, то ты найдешь еще кучу других крутейших футболок, толстовок, сумок, значков, магнитов и много чего еще на тему головоломок. Огромное количество разнообразных принтов, которые я нахожу либо делаю сам. Самая первая и, пожалуй, единственная витрина с мерчем на тему спидкубинга. Сам уже делал там заказы раз 10, есть курьерская доставка до квартиры, все быстро и супер удобно, поэтому заходите, смотрите, выбирайте. Покупая что-либо на моей витрине, вы поддержите меня и мой канал. Свое повествование я хочу начать с уже полюбившихся всем переводов презентации. Мне самому этот формат очень понравился, поскольку через презентации можно максимально подробно узнать спецификации кубиков и досконально разобраться в кубике и его фишках, которые с первого взгляда могут быть незаметны. Помимо того, что перевод презентации очень интересное занятие, это еще очень и очень трудоемкий и нудный процесс. Поэтому я прошу поддержать это видео лайком и написать комментарий о том, что вы думаете по этому поводу. Все комментарии я прочитаю, на самые интересные я отвечу. Я стараюсь отвечать на все по мере сил и возможностей. И чем больше будет лайков, тем с большим энтузиазмом и усердием я буду делать новые видео. На каждом из прошлых видео с переводами и презентациями мы собрали уже более 1000 лайков. Надеюсь, что и на этом будет как минимум не меньше. А лучше, конечно же, больше, так как работы проделано было на порядок больше. В кубике 4х4 от Ган было применено множество инноваций, но основной упор Ган делают на новый дизайн. Не то чтобы дизайнов было несколько, он единственный, но новый. Далее это магнитные капсулы, которые также впоследствии были применены в кубике Ган 354, про которые я уже делал видео. Ссылку тоже оставлю в описании, а также высокотехнологичная крестовина. Про каждый из этих аспектов будет целый слайд, и я расскажу все подробно. Комплектация кубика для его цены довольно скромная. Это кубик, отвертка и инструкция. В этом слайде они почему-то забыли упомянуть чехол, он тоже входит в комплектацию. Обычный тряпочный гановский синий чехол, уже наверное вы видели 100 раз такие, ничего удивительного и примечательного. Магнитная капсула. Эта технология подразумевает то, что магнит теперь не клеится на внутреннюю стенку в детали кубика, а закрывается в пластиковую капсулу, которая в свою очередь потом помещается в специальный паз в элементах кубика. Это позволяет не использовать клей и расположить магниты ближе друг к другу, поскольку в капсуле пластик тоньше, чем стенка кубика. Это даст более сильное взаимодействие магнитов, а также выглядит красиво, аккуратно и эстетично. Также теперь визуально можно понять, магнитный кубик или нет. Достаточно повернуть грань на 45 градусов и станут видны те самые магнитные капсулы. В кубике 4х4 96 магнитов, они помещены в капсулы разных цветов. Про цвета капсулы я расскажу чуть дальше. Раньше при падении кубика бывало, что магниты отклеивались, и после этого их нужно было самостоятельно приклеивать. Это не очень удобно, а вот Ган придумали новую технологию, при которой отклеивание магнитов стало невозможным. Как я уже сказал, за счет того, что в капсулах менее тонкий пластик, магниты притягиваются сильнее, поэтому грани лучше фиксируется, что дает больший контроль при вращении кубика. В первых партиях кубика 4х4 использовалось 3 типа магнитов разной силы. На внутренних слоях используются более сильные магниты, а на внешних слоях более слабые. Это необходимо для того, чтобы внутренние слои не разъезжались при вращении внешних слоев. Во внешних слоях 48 магнитов в прозрачной капсуле 3 на 2 мм, во внутренних слоях 24 магнита в желтой капсуле размером 3 на 1,8 мм и 24 магнита в зеленой капсуле размером 3 на 1,5 мм. Насколько я понял, в новых партиях такого уже нет, и теперь используется 2 типа магнитов, но в кубике из цветного пластика было изначально 2 типа магнитов, прозрачные и желтые. К сожалению, я не знаю, чем было обусловлено использование 3 типов, так как вполне достаточно и 2. В итоге они к этому и пришли, но кажется, я знаю, зачем нужно использовать 3 цвета капсул. В ребре у нас 2 магнита находятся рядом. Такое конструктивное решение – это вынужденная мера, поскольку там могут быть проблемы с полярностью из-за того, что ребра могут быть по-разному расположены относительно друг друга. Абсолютно все магнитные четверки в ребрах имеют по 2 магнита. По поводу желтых и зеленых капсул, я думаю, это нужно было для более удобной физической сборки кубика по деталям. В желтых одна полярность, а в зеленых другая, так как они находятся по диагонали друг к другу. Такое мое предположение.
В кубике применяются новые запатентованные принципы симметричного крепления деталей. Там есть специальный удобный замок, за счет которого детали очень плотно скрепляются в углы, ребра и центры. Такой механизм обеспечивает максимально бесшовное крепление, а также за счет этого кубик стал более прочным, детали выглядят очень аккуратно и надежно. Такой механизм позволил сделать кубик полностью из цветного пластика. Я много раз говорил, что GAN когда-нибудь сделают это, и вот это произошло, так как тренд на цветные кубы будет только усиливаться. Улучшенная резка углов. На этом слайде показано, какие углы режет данный кубик. На мой взгляд, это очень больная тема для этого кубика. Детально свое мнение об этом с примерами я озвучу позже. В кубике 4х4 была использована совершенно новая в технологическом плане крестовина. Она была изготовлена с использованием металла и пластика и основана на конструкции кубиков 3х3 от GAN. Напомню, для тех, кто не знает, раньше крестовины делали только из пластика, и многие до сих пор делают только из пластика. GAN утверждает, что у них есть на нее патент. Отличается она повышенной стабильностью, большим внутренним пространством, а центральные элементы крестовины за счет особенностей в строении препятствуют распаду кубика. В этом кубике была применена поверхность с текстурой сот. Она делает использование смазки более эффективным и долговечным. Соты размещены на большей площади поверхности, за счет этого распределение смазки происходит равномернее, и она прослужит дольше, а также обеспечивается долгое комфортное вращение кубика. Соты мы могли еще видеть в кубике GAN 354M, а впервые они использовались в кубике Rubix GAN. Обновленный уже 4-й по счету бокс подходит для кубиков 4х4 и 5х5. Удобный замок, простая форма, аккуратный дизайн и презентабельный внешний вид. Свое персональное отношение к боксу я расскажу позже. На этом презентация окончена. Кстати, по поводу 5х5, это не я придумал, это перевод презентации. Я больше чем уверен, что подразумевается не вышедший кубик 5х5 от GAN. То есть они сделали бокс, который подходит и к 4, и к 5, так как размеры там практически идентичные. Если вы хотите, чтобы я рассказал про будущие головоломки от GAN, про которые нет или почти нет публичной информации, то остановите это видео и напишите в комменты, чтобы я сделал такой ролик про будущие головоломки GAN. Если будет много запросов, то я сяду готовить такое видео, так как у меня есть уже кое-какая информация по этому поводу. Перед 4 у GAN вышел кубик 2х2, и он получился тоже не самым удачным. Дело в том, что четные кубы по строению намного сложнее нечетных, так как у них нет центров. Вернее, они есть, но они внутри, и незаметны, если не заглядывать внутрь куба. На протяжении всей истории спидкубинга четные кубы были намного хуже нечетных по кручению и по свойствам. 2х2, 4х4, 6х6 почти всегда были не просто плохими, а отвратительными. Но вот в последнее время ситуация начала кардинально меняться, и кубы стали намного лучше, но, к сожалению, это не про GAN. Сначала GAN выпустили 2х2, и это неспроста. Им нужно было сделать кубик, в котором они могли допустить ряд ошибок, потому что это первый опыт, а без ошибок разработать кубик с новыми необкатанными технологиями было невозможно. Выпустили первую версию, потом прошло немного времени, они как ошпаренные выпустили вторую, устранив ряд недочетов, и дальше уже появилась магнитная. Основная ошибка 2х2 была в том, что она мелкая, 49 мм. Для 2х2 это очень неудобный размер, я об этом уже говорил в обзоре на 2х2. А самое бесячее в 2х2 так это то, что у нее матовый пластик, и отшлифовали они его прям очень сильно. И из-за этого кубик получился скользким. Именно такой эффект достигается в совокупности с ее мелким размером. Будь размер 50 мм, могло бы быть на порядок лучше. Но не любой матовый пластик это плохо. Эта проблема присуща только GAN 2х2. Например, Yuxin Little Magic и Mafenk Warrior W отличные кубы из матового пластика, которые не скользят. В 4х4 эта ошибка уже была исправлена. 4 получила классический глянцевый пластик, и за счет этого уже не скользит. Согласитесь, было бы не очень приятно купить кубик почти за 4000 рублей, который в руках-то не лежит толком и вываливается постоянно. Поэтому все эксперименты GAN проводили на двойке, так как это менее значимый кубик. Но этой 4 от GAN не особо помогло, и в ней куча минусов. Я, пожалуй, расскажу, что мне понравилось в GAN 4х4, а после этого буду его ругать, потому что ругать есть за что. Мне очень понравился его концепт, внешний вид, соты, закругления и магнитные капсулы. Выглядит он потрясно, с этим сложно спорить, да и не нужно, потому что он очень красивый. У него отличные цвета, яркие, сочные. Кубик в плане производства очень круто технологичен. Я имею в виду всякие замки, крепления деталей. То, что в нем вообще нет швов, кубик ощущается в руках очень хорошо, увесисто и целостно. А самого главного в этом кубике нет, это хорошего, комфортного, скоростного вращения. Я сейчас рассказываю с точки зрения спидкубинга, то есть скоростной сборки. С точки зрения спортсмена, который хочет в перспективе добиться максимального результата и установить мировой рекорд. Для неспешных сборок он отлично подойдет. Но для этого все равно он, на мой взгляд, немного дороговат. Для спидкубинга он совсем не подходит, потому что он отвратно крутится. Он ужасно срезает углы, кубик не сбалансирован, внешние слои кажутся расхлябанными из-за более слабого магнита в прозрачной капсуле во внешних слоях.
По современным меркам кубик 4х4 обязан срезать где-то от 40 градусов внешним слоем и выше. ВКЕ срезает около 45 градусов, это, наверное, максимальный показатель в кубах 4х4, поэтому он так и популярен, и самые топовые рекордсмены крутят именно им. Феликс Земдекс, Макс Спарк и Себастьян Вейер ставят рекорды именно до ВКЕ, а Asus GTS-M срезает чуточку меньше, где-то 40 градусов. Но мне он идеально подходит по стилю вращения, в отличие от того же ВКЕ. Сначала я крутил на ВКЕ, все свои рекорды обновлял именно на нем, но когда появился Asus GTS-M, я сменил свой основной кубик на него. Если сравнивать с GAN, то он начинает заедать на 20 градусах или даже раньше, это происходит постоянно, я не преувеличиваю, наверное по 10-20 раз за сборку он у меня заедает, может быть больше. Это очень критично и сильно сказывается на результатах. Мое среднее время из 12 попыток примерно 52 секунды. Это средние результаты. Я знаю, что до мирового рекорда мне далеко, но я и не тренируюсь. А если я буду крутить на гане, то мое среднее время увеличивается примерно на 8 секунд. Вот скажите честно, вы готовы купить кубик почти за 4000 рублей, чтобы ваши результаты не только не стали лучше, а еще и ухудшились? Я лично не готов. Да, я собирал на гане за 50 секунд и даже быстрее, но это скорее везение. И это было мучительно и неприятно, сборки на этом кубике мне не доставляют удовольствия. GAN 460M очень сильно заедающий кубик. Во время выполнения простейших алгоритмов типа parallel паритета он может заедать пару раз, а после жесткого заедания кубик, как правило, разъезжается и приходится искать, куда грань повернулась. На это тратится время и из-за этого результаты ухудшаются. GAN 460M я могу сравнить с отечественным автомобилем, который едет по кочкам, и каждая кочка ощущается, как будто бы едешь на ведре. А Asus GTS-M и VQE я могу сравнить с иномаркой, которая проедет по кочкам и проглотит их, а водитель даже не заметит, что были кочки на дороге. При этом отечественный автомобиль еще и в 2-3 раза дороже. Какая-то ерунда. Я поражаюсь кредиту доверия фан-базы GAN. Я устраивал у себя в паблике опрос, кстати, вступайте в паблик. Что лучше, GAN 460M или Asus GTS-M? И большинство ответило, что GAN. Я на 100% уверен, что большинство не крутило и сделало вывод по положительным обзорам, но я считаю это неправильным и буду ругать куб, если он этого заслуживает, так как только критика может привести к прогрессу. Если критиковать производителей за косяки и не поддерживать их рублем в этот момент, то они будут работать над ошибками и исправлять ситуацию, а если этого не делать, то кубы улучшаться не будут. И я считаю, что кубик может стоить очень дорого, если он хороший, и считаю, что это нормально. Это, например, ProGAN SM, дорогой и крутой куб, пусть имеет место и переплата, но куб будет хороший. Другая ситуация, если куб дешевый и крутой. Это идеальная ситуация, речь идет про любую крутую бюджетку, например, Mofang Warrior W. Еще бывает, что кубик средний и недорогой. Это речь про GAN 2х2, с него взятки гладкие, поскольку он стоит до 1000 рублей. Конечно, это цена топовой двушки, но все равно не критично. Но бывает ситуация, что кубик дорогой и он отстойный. Это ProGAN 4х4. Он в 2 раза дороже Asus GTS-M, в 3 раза дороже VQE, но он в 10 раз хуже по свойствам. Наверное, слово отстойный слишком грубое, пусть будет переоцененный. По свойствам я могу сравнить его с Cyclone Boss 4х4, либо Standard Clap 4х4. А если мне нужно будет сделать выбор между Cyclone Boss 4х4 или GAN 4х4, то я выберу Cyclone Boss, потому что он мне нравится больше, он крутится приятнее и стоит в 5 раз дешевле. Так что делайте выводы сами. Покупать GAN 460 или нет, решайте сами. Я бы никому не рекомендовал, даже если у вас избыток денег, так как есть более крутые и намного более дешевые кубы. Чуть не забыл по поводу бокса. Бокс хлипенький, непрактичный, с собой брать его не очень удобно и можно легко поломать в сумке или рюкзаке, так как у него не очень удобный замок. Я предпочитаю бокс от Mofang. Он прочный, твердый и защитит кубик от всего, даже от конца света. Но он, к сожалению, только для 3х3. Было бы круто, если бы они выпустили еще и для 4х4 и для других кубов. На этом у меня все. Если вам понравился мой очень детальный обзор и сравнение этого кубика, или просто было интересно послушать, что я скажу про него, то поставьте лайк и напишите комментарий. Особенно если хотите, чтобы я продолжал рассказывать о кубах, в том числе с презентациями и детальными объяснениями. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие еще более крутые видосы. Если хотите помочь каналу в развитии, рассказывайте и показывайте мои видео друзьям и знакомым. Не забывайте вступать в паблик ВКонтакте, добавляйте в друзья, подписывайтесь на Инстаграм. Буду рад всем. Все ссылки на соцсети в описании. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.